Приветствую всех! Это первая часть вязания вот такого популярного сейчас героя под названием Сиреноголовый. В данной части мы свяжем ноги. Полный обзор этого существа, что он умеет, что у него гнется, как он сделан, а также подробный обзор материалов и инструментов, которые понадобятся для вязания, вы можете посмотреть в видео. Ссылочку вы сейчас видите в верхнем углу этого видео, либо в описании под видео. Если в процессе вязания у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете задать их на моем сайте, в комментариях, в теме с вязанием этого сиреноголового. Условное обозначение в мастер-классе: воздушная петля, столбик без накида, кольцо амигуруми, прибавка, убавка и пропуск петли. Начинаем вязание ног с пальцев. Для первого пальца вяжем кольцо амигуруми из 6 столбиков без накида. Я делаю вот так кольцо и в него провязываю эти столбики. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь я затягиваю кольцо, тяну за начальный кончик и буду вязать по вот этим 6 петлям. Всего нужно провязать 84 столбика. Это будет 14 рядов по 6 столбиков в каждом ряду. Такая вот деталь должна получиться. Ниточку в конце ряда мы закрепляем и отрезаем небольшой кончик. Таким же образом вяжем еще 4 пальца. Только вяжем после кольца 60 столбиков, 60 столбиков, 72 столбика и 72 столбика. На последнем пальце нить не отрезаем. Этой нитью мы будем продолжать дальше вязать деталь. Назовем два последних пальца средними, эти два короткими, и один палец назовем длинным, чтобы потом было понятно, про какие пальцы речь. 4 пальца пока откладываем в сторону и по последнему пальцу продолжаем вязание. Провязываем 3 столбика без накида по этому пальцу. 1, 2 и 3. Берем самый длинный палец и в следующую петлю после последней связанной петли вводим крючок, сразу прокладываю вот этот кончик, чтобы закрепить его, и провязываю столбик без накида. Так мы соединили два пальца. Этот кончик закреплен и больше он мне не нужен, пусть он просто проходит внутри. В следующую петлю провязываю столбик без накида и еще один третий столбик без накида. Беру такой же палец средний и точно так же в следующую петлю после последней связанной ввожу крючок. Прокладываю вот этот кончик, чтобы закрепить,
и провязываю столбик без накида. Этот кончик тоже больше нам не нужен. И далее провязываем по следующим петлям этого пальца столбики. Всего по этому пальцу 6 столбиков. 3, 4, 5 и в шестую петлю, последнюю не провязанную, провязываем 6 столбик. Теперь по другой стороне длинного пальца провязываем оставшиеся 3 столбика без накида, начиная с первой свободной петли. 1, 2, следующую свободную петлю, 2 столбик, и в третью петлю третий столбик. И по вот этому пальцу среднему, с которого мы начинали соединение, в следующую свободную петлю провязываем столбик и еще 2 столбика без накида. И мы окажемся сбоку пальца. И у нас уже соединено 3 пальца. В ряду сейчас 18 петелек. Прежде чем вязать следующий ряд, я для удобства отрезаю вот эти 2 кончика, которые у нас остались. Вязание довольно мелкое, поэтому лишнее лучше убирать, чтобы оно не мешалось. Они у нас закреплены. Пару миллиметров я оставляю длины и отрезаю. И продолжаю вязать. Второй ряд продолжаем соединять пальцы. Провязываем 9 столбиков без накида. Получится по каждому из пальцев мы провязываем по 3 столбика. И окажемся с другого края пальцев. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Присоединяем короткий палец, берем любой из них и точно так же в первую петлю после последнего связанного столбика вводим крючок, прячем туда хвостик, закрепляем его одним столбиком и в каждую петлю
этого пальца провязываем по столбику без накида. 1 столбик с кончиком и 5 столбиков просто по кругу. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь у нас соединено уже 4 пальца и остался 1 пятый. Разворачиваем вязание и будем вязать по другой стороне. По 3 на каждом пальце, это 9. И присоединяем последний палец. Точно так же по аналогии прячем хвостик в первый столбик и всего провязываем 3 столбика. И он тоже присоединится ко всем остальным пальцам. Вот так будет выглядеть. Здесь я тоже отрезаю кончик, чтобы он не мешался. Здесь у нас конец ряда с этого краю, сбоку. Теперь в ряду у нас на данный момент 30 петель. По одной стороне 15 и по другой стороне 15. Теперь будем вязать следующим образом. Столбик, убавка. Убавки здесь вязать я буду путем просто пропуска петель. То есть я пропускаю петлю и вторую петлю от крючка я провязываю столбик. И повторяем этот узор. Столбик, убавка, столбик, убавка. Итого 10 раз. То есть по каждому пальцу мы свяжем столбик и убавка. И по другой стороне точно так же по каждому пальцу мы свяжем столбик и убавка. Итого в ряду получится 20 петель. Убавки можете делать как вам удобно, не обязательно пропускать. Можно обычные убавки делать или делать невидимые убавки. Довяжите этот ряд до конца, повторяя этот узор, и мы окажемся также сбоку, как и в предыдущих рядах. Конец ряда у нас сбоку. Вот так выглядят все 5 соединенных пальцев. И на данном этапе нужно сделать каркас. Если вы вяжете с каркасом, вытягиваем нить побольше и используем проволоку. Нужна одна длинная проволока, которая у нас пойдет потом из пальцев в шею. При помощи плоскогубцев я немножко закручиваю кончик, делаю небольшую петельку, чтобы проволока не вылезла из пальца. Если вы вяжете для детей, то можно еще изолировать эту петельку при помощи или тонкого лейкопластыря, или просто тонкой ниткой обмотать с клеем, например. Но так, чтобы эта петелька зашла в палец. Я вяжу не для ребенка, поэтому изолировать я не буду. Мне достаточно сделать вот эту петельку на конце, чтобы просто каркас не выходил из пальцев.
Еще чуть-чуть поменьше я сделала это колечко, петельку. И теперь у меня проволока вошла, и на конце пальца она не выйдет наружу. Теперь я беру еще одну такую же проволоку, точно так же закручиваю кончик. И вставляю в средний палец, то есть первая проволока у нас во втором пальце, и вторая проволока у нас в среднем пальце, в длинном. Здесь я на небольшом расстоянии обрезаю. Так много проволок длинных нам не нужно. Теперь этот кончик снова закручиваю и вставляю в следующий палец. Вставляю в мизинец, крайний палец. Не хочет заходить. Если что-то мешает проволоке зайти, можно сначала попробовать вставить зубочистку, убрать ее и затем уже вставлять проволоку. Примерно на таком же расстоянии я снова отрезаю проволоку. Теперь эти проволоки, все три, я скручиваю между собой. Сначала я скручиваю две коротких, а потом их вместе уже накручиваю на длинную проволоку. Слишком много витков делать не нужно, иначе получится очень толсто, а нам потом довольно-таки тонкую деталь вязать вокруг этих проволок. Вот так вот достаточно. При необходимости поправляем. Смотрим, чтобы проволоки не вышли из пальцев. Используем плоскогубцы, если нужно. И загибаем на 90 градусов. И теперь вот мы получили уже основу ноги. Сейчас мы довяжем заднюю часть и будем навязывать на вот этот каркас. Если игрушка для ребенка, то вот в этих местах, где заканчиваются короткие проволоки, нужно также заизолировать. А вот этот длинный кончик временно вот так загибаем, чтобы нам самим не пораниться. Потом мы его разогнем обратно, когда будет нужно. В оставшиеся два пальца мы вставим проволоку чуть позже, когда свяжем немного дальше ногу. Итак, следующий ряд вяжем так. Подтягиваем нить. По этому пальцу провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь делаем цепочку из 4 воздушных петель.
И 4 петли пропускаем и цепочку обводим с задней стороны нашего каркаса. Перекидываем рабочую нить через каркас и в 5-ю петлю 1, 2, 3, 4, 5 вставляем крючок и провязываем столбик. Это важно, чтобы цепочка прошла именно по задней части, потому что мы по ней потом будем вязать в следующем ряду. И довязываем этот ряд до конца. 13 столбиков без накида. Всего в ряду будет 20 столбиков. И мы окажемся снова сбоку детали в конце ряда. Довяжите этот ряд. В следующем ряду провязываем столбик, убавку. Я опять пропускаю одну петлю и во вторую петлю вяжу столбик. Теперь вяжем по вот этим 4 воздушным петлям. В каждую петлю провязываем столбик без накида. Итого 4 столбика будет. 1. Ниточку надо перекинуть здесь. 2. 3. И в последнюю петлю 4. Теперь снова по основной части вяжем столбик и убавку. Я пропускаю петлю и по второй стороне провязываем 2 столбика убавка, 2 столбика убавка и 2 столбика. Итого будет 16 петель в ряду. Затем еще один ряд провязываем просто 16 столбиков без накида. И вот такая деталь у нас будет на этом этапе. Вспоминаем, что здесь у нас 2 пальца пока без каркаса. И в этот момент нужно добавить каркас. Вставляем каркас аналогично, только уже не 3 проволоки, а 2. Одну длинную и одну отрезаем короткую. Скручиваем их вместе. И закрываем отверстие, через которое вставляли сейчас каркас. 7-й ряд вяжем так. Убавка. Я опять пропускаю одну петлю и вяжу столбик без накида. Снова вяжем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Снова пропускаю 4 петли предыдущего ряда и перекидываю нить. Провожу эту цепочку опять сзади, с задней стороны проволоки. Отсчитываю 4 петли и в 5-ю петлю вставляю крючок.
и провязываю столбик. И остается довязать ряд. Нужно связать 5 убавок. Эти убавки я также вяжу путем пропуска. Пропускаю петлю, вяжу столбик, пропускаю петлю, вяжу столбик. Итого в этом ряду у нас получится 10 столбиков. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая. И пятая убавка. И мы должны оказаться снова сбоку нашей детали. И закрываем дальше отверстие. Просто провязываем 5 убавок. Будет 5 столбиков по ряду. И затягиваем это отверстие, отрезаем нить и прячем ее внутрь. Вот так должно получиться. Каждый пальчик у нас теперь на каркасе. И каркас у нас выходит из 2 точек. Теперь для удобства вязания отгибаем вот эту вторую часть каркаса и будем вязать вот в это отверстие. Вводим крючок в уголок и присоединяем нить. Всего нужно будет связать 10 столбиков. Здесь я ниточку закрепляю. Делаю воздушную петлю. И далее вяжу уже одной нитью кончик, затем нужно спрятать внутрь. Делаю воздушную петлю вместо первого столбика. И теперь по вот этим 4 петлям, которые мы пропускали, нужно провязать 4 столбика. Не очень удобное место здесь для вязания, но дальше будет легче. 1, 2, 3, 4. Здесь снова вводим крючок в уголок. Делаем столбик. И теперь по другой стороне здесь у нас цепочка из воздушных петель. Можно вязать за петли цепочки, а можно вязать за следующий ряд, то есть за сами столбики. Разницы никакой нет. Здесь также провязываем 4 столбика. 3, 4. Итого получится 10 по 4 на каждой стороне и
2 столбика по углам. Теперь будем вязать по вот этим 10 петлям. Первая петля у нас петля подъема и 9 столбиков. Начинаем с этой петли подъема и нужно провязать 3 ряда по 10 столбиков без накида. Вот это будет первый столбик, и дальше уже петли видно лучше. Вяжем по предыдущим столбикам. Довязываем этот ряд. Здесь будет конец ряда. И еще 2 ряда по 10. Вот так уже пошло вязание вверх. Теперь следующий ряд. Провязываем 3 столбика убавка и 3 столбика убавка. В ряду будет 8 столбиков. И далее провязываем 30 рядов по 8 столбиков, итого 240 петель. Вот такая деталь будет. Она у меня немного неровная из-за того, что я скручивала проволоку, но это я сделала специально, потому что потом я все равно гну эти ноги, чтобы они были слегка искривленные, но это по желанию. Можно и оставить их прямыми. Также я поступаю потом и с пальцами, и с руками. Вот у меня есть уже еще одна нога. И вот так вот я сгибаю. Поэтому, если здесь так получилось, что выпирает проволока, то не переживайте, можно оставить так. Здесь в конце мы будем эту деталь в этом месте соединять с второй деталью. Поэтому здесь нить я просто закрепляю. Оставляю небольшой кончик и отрезаю. Длинный кончик здесь не нужен. Его мы будем просто прятать. Использовать мы его не будем. Теперь будем вязать по второму оставленному отверстию. Поступите с проволоками так, как вам удобно вязать. Можно ее вернуть на место. Можно отогнуть. По этой стороне у нас 4 петли, по этой стороне тоже 4 петли. И здесь у нас 2 угла, точно так же, как и у первой детали. Абсолютно аналогично свяжите точно такую же вторую часть по тому же самому описанию. И они получатся одинаковые по высоте. И дальше будем их соединять вместе. Вот так вот должно получиться. Теперь у меня получился конец ряда сбоку, с наружной части. Если у вас где-то в другом месте получился, то провяжите петли смещения так, чтобы конец ряда тоже был с этой стороны. И начинаем соединять ноги. По второй части провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И мы оказались на внутренней части. Теперь вяжем по первой части. Вводим крючок изнутри, если вяжете изнанкой, как и я. Просто определите ближайшую петлю, тоже с внутренней части. И
По всему вот этому кругу провяжите 8 столбиков без накида. 1, 2, 3. Кончик там, где вам встретится, там нужно его и закрепить, проложив следующий столбик. Встретиться он может вам в любом месте. 4, 5, 6, 7. Вот у меня получается в 7 столбике я закрепляю кончик первой части. 7. И в последнюю петлю 8 столбик провязываю. И еще один раз прокладываю этот кончик, чтобы он мне не мешал. 8. И переходим на вязание снова по второй части. С первой свободной петли провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И конец ряда у нас снова будет сбоку, с внешней стороны. Мы соединили две части, и здесь нужно также соединить проволоки. Они будут тогда меньше мешаться. Разворачиваем то, что мы загибали до этого, и скручиваем две проволоки вместе. Слишком часто скручивать не надо, просто чтобы они держались вместе. И когда докрутите до конца, то обратно нужно завернуть эти кончики проволоки, чтобы вам не пораниться острыми краями. Вот так 2-3 витка сделать. И можно вязать дальше. На данный момент у нас 16 столбиков в ряду. 4 по этой стороне, 8 и 4 по этой стороне. В следующем ряду вяжем следующим образом. По бокам с двух сторон будем делать прибавки. Прибавка 3, 3, прибавка, прибавка 3, 3 и прибавка. Получится 20 столбиков в ряду. Вот так немного расширили. Это мы вывязываем край косточки в районе колена. В следующем ряду еще прибавляем, вяжем 2 столбика, прибавка 2 столбика, 2 прибавка 2, по другой стороне 2 прибавка 2 и 2 прибавка 2. Итого в ряду будет уже 24 столбика, и после этого вяжем еще 2 ряда по 24 столбика в ряду. Теперь нам нужно немного сузить. Вяжем такой же ряд, как мы вязали только что, когда прибавляли до 24, только наоборот делаем убавки. 2 убавка 2, 2 убавка 2 и по другой стороне 2 убавка 2 и 2 убавка 2.
получим обратно 20 столбиков. Затем еще убавляем, вяжем 2 ряда по описанию, 42 и 43. Сначала убавляем до 15 и затем убавляем до 10 петель в ряду. Вот так уже будет выглядеть. И на данном этапе нужно набить вот эту деталь, которая у нас получилась. Берем немного наполнителя, скатываем его и вот в это отверстие при помощи, например, зубочистки или деревянной палочки проталкиваем наполнитель. И набиваем. Если немного набьются и узкие детали в самом верху, то ничего страшного. Добавлю еще наполнителя. Эта деталь должна быть набита довольно плотно. Вот так должно выглядеть. Теперь у нас в ряду 10 петель, и мы в каждую из них вяжем прибавку. Итого у нас получится 20 петель в ряду. И затем еще 2 ряда по 20 столбиков. Вот такое расширение получается. Это уже другая кость, верхняя часть ноги. Теперь снова сужаем, столбик, убавка, столбик, и повторяем этот узор 5 раз. Получим 15 столбиков в ряду и 2 столбика, убавка, столбик. Повторяем 3 раза до конца. Получим 12 столбиков в ряду. Когда свяжете 12 петель, то набейте вот эту часть точно так же наполнителем довольно плотно. И затем вяжем 15 рядов по 12 столбиков в ряду. Итого это 180 петель получится у вас вот до сюда примерно. И в конце немного расширяем схему. Вы сейчас увидите вот здесь в конце будет у нас 20 петель в ряду. Это я уже связала вторую ногу. Должны получиться у вас две абсолютно одинаковые ноги. Дальше искривляем пальцы, искривляем вот эти две части. Сейчас я покажу, как я это делаю при помощи плоскогубцев. Загибаю сначала в одну сторону, чуть подальше в другую сторону. Итак, 2 или 3 загиба можно сделать на каждом пальце. Это по желанию. Можно искривлять, можно не искривлять. Мне почему-то так нравится больше. Кажется, что у него кривые пальцы. И когда их все загнете, то немного соедините их вместе, чтобы они сильно не разошлись в разные стороны. Вот так вот. И уложите, чтобы нога в дальнейшем стояла, то есть чтобы снизу было максимально плоско. Вот так. И также я сгибаю вот эти две детали по желанию, тоже при помощи плоскогубцев чуть-чуть гну в разных местах и как бы немного их друг с другом скручиваю. Вот так примерно. Верхнюю часть после того, как вы довяжете, нужно тоже набить. И секундчики, если где-то остались, спрятать внутрь. И свяжите полностью аналогично вторую ногу. Они вяжутся одинаково, никакой разницы нету. И вот такой результат у вас должен получиться. Две ноги.
Далее мы будем здесь соединять их вместе. Набила я примерно за 3-4 ряда до конца, чтобы здесь в конце мне наполнитель потом не мешал. И донабивать я их буду уже потом. И увидимся во второй части. Будем вязать руки.